привет, я Наталья, и вы на моем канале о вязании. В этом видео предлагаю вам связать вот такую очаровательную весенне-летнюю сумочку. Я назвала ее April, в честь моего любимого весеннего месяца. Вяжется она несложным узором, единственное, что он немножко трудоемкий. Вяжем сумку по спирали, без петель подъема на другой ряд, без перехода. Сначала провязывается круглое донышко, затем вяжутся стенки сумки, а дальше уже переходим на вывязывание ручки для сумки, ремешок как завершающая деталь вязания. Для вязания такой сумки нам понадобится джутовая нить. У меня 2 на 1200 текс и толщина одной ниточки 1,4 мм. Вяжем сумку в 2 нитки. Крючок номер 6, ножницы, игла широким ушком, маркеры, карабины круглые, сантиметровая лента. Будем измерять диаметр донышка и высоту сумки. Размеры сумки. Ширина ее 22 сантиметра, высота сумки вместе с ручками 24 сантиметра. Длина ремешка 110 сантиметров. Это не считая длины карабинов. То есть от начала до конца ремешок 110 сантиметров. Вот, собственно, и все. Начнем вязать. Вязать сумку начнем со скользящей петли. Кладем нить на ладонь коротким хвостиком к себе. Оборачиваем вокруг пальцев, делаем вот такую петлю. Заводим крючок под нижнюю нить, подхватываем рабочую нить, вытягиваем. Снимаем кольцо с руки, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Зафиксировали. Заводим крючок в кольцо, вытягиваем рабочую нить и, придерживая петлю, которую вытянули, снимаем петли с крючка, одеваем сначала на крючок петлю, которая идет к рабочей нити, затем петлю, которая была на крючке, и протягиваем одну петлю через другую. Протянули, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Заводим крючок в кольцо, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, придерживаем петлю, снимаем петли с крючка, крючок заводим в петлю, которая идет от рабочей нити, затем в петлю, которая была на крючке, протягиваем одну петлю через другую, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. И вот таким образом нам нужно провязать в кольцо 6 столбиков. 2 мы уже провязали. Заводим крючок в кольцо, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее, снимаем петли с крючка, одеваем сначала петлю, идущую от рабочей нити, затем петлю, которая была на крючке, и протягиваем одну петлю через другую. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Провязали 3-ю петлю. Повторяем. Провязали 1, 2, 3, 4 петли. Еще 2 петельки. Всего в этом ряду вяжем 6 столбиков. 5 и вяжем 6. Провязали 6 столбиков в кольцо и за короткий хвостик затягиваем колечко. Затянули. Переходим на следующий ряд. Вязать сумку мы будем по спирали без петель подъема на следующий ряд.
И в следующем ряду количество провязанных столбиков нам нужно увеличить вдвое. То есть было 6. Мы будем провязывать в каждую петлю в этом ряду по 2 столбика. Нам нужно получить всего 12 столбиков. Заводим крючок в первую косичку в ряду. Вот она у нас идет. Вот идет перемычка, вторая перемычка, между ними косичка, вот она видна. Заводим крючок под обе дольки косички. Завели. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее, снимаем петли с крючка, одеваем сначала петлю, которая идет от рабочей нити, затем петлю, которая была на крючке, протягиваем одну петлю через другую, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. Провязали самый первый столбик и вешаем на него маркер. Это у нас будет начало ряда. В то же основание, в которое только что провязали столбик, заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снимаем петли с крючка, одеваем петлю, которая идет от рабочей нити, затем петлю, которая была на крючке, и протягиваем одну через другую. Протянули, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. И таким образом, таким узором мы будем вязать всю сумку. Следующую косичку, вот она снова у нас между двух вот таких полосок, перемычек. Заводим крючок. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снимаем петли с крючка, одеваем сначала петлю, которая идет от рабочей нити, затем петлю, которая была на крючке, вытягиваем одну петлю через другую, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. В то же основание вяжем второй столбик. В следующую косичку, в следующий столбик. Вот он у нас снова идет перемычка, другая перемычка, между ними косичка. Вот они. Заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, снимаем с крючка и меняем их местами. Протягиваем одну петлю через другую, подхватываем рабочую нить, протягиваем через петлю на крючке. Сюда же провязываем второй столбик. Тоже делаем прибавку. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда, провязывая по 2 столбика в каждую петлю предыдущего ряда. Довязали этот ряд до конца, снимаем маркер и переходим на следующий ряд. Следующий ряд провязываем точно так же, тем же самым узором, только прибавки делаем уже через одну петлю. Начнем вязать ряд с прибавки. В петлю, которая была под маркером, заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, меняем петли местами, протягиваем одну через другую, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Вешаем на эту петлю маркер начала ряда. В то же основание заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снимаем с крючка, меняем петли местами, протягиваем одну петлю через другую,
подхватываем рабочую нить и провязываем. Следующую петлю мы вяжем одиночный столбик без прибавки. Заводим крючок в петлю, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее, меняем петли местами, провязываем одну через другую, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Сделали прибавку, одиночный столбик. Дальше повторяем. В следующую петлю мы провяжем прибавку, дальше сделаем одиночный столбик, снова прибавка, одиночный столбик. И так будем довязывать до конца ряда. Вяжем следующую прибавку. Первый, сюда же второй. Провязали прибавку, в следующую петлю вяжем одиночный столбик. Заводим крючок, вытягиваем нить, меняем петли местами, протягиваем одну через другую, подхватываем рабочую нить, протягиваем через петлю. Дальше повторяем до конца ряда. Делаем прибавку из 2 столбиков, следующий вяжем одиночный столбик. Прибавка из 2, следующий вяжем одиночный столбик. И так довязываем до конца ряда. Довязали ряд до конца и переходим на следующий. В следующем ряду прибавки через каждые 2 столбика. Сначала провяжем одиночный столбик, дальше снова одиночный столбик, потом сделаем прибавку из 2 столбиков. Так будем вязать до конца ряда. Снимаем маркер начала ряда и в петлю, которая была под маркером, заводим крючок, вытягиваем нить, меняем петли местами, протягиваем одну через другую, подхватываем рабочую нить, протягиваем через петлю на крючке. Провязали первый столбик, вешаем на него маркер. В следующую петлю также вяжем одиночный столбик. Провязали и в следующую петлю делаем прибавку из 2 столбиков. Заводим крючок, провязываем первую, в то же основание заводим крючок и провязываем второй. Дальше повторяем. Снова вяжем одиночный столбик. В следующую вяжем одиночный столбик. Дальше в следующую делаем прибавку из 2 столбиков. Первый и в то же основание второй столбик. Дальше повторяем до конца ряда. Снова вяжем одиночный столбик, одиночный, прибавка из 2. Одиночный, одиночный, прибавка из 2. И довязываем до конца ряда. Довязали ряд до конца и переходим на следующий. В следующем ряду прибавки через каждые 3 столбика.
В начале ряда сделаем прибавку из 2 столбиков. Дальше провяжем 3 одиночных столбика. 1, 2, 3. И будем повторять. Прибавка из 2 столбиков. 1, 2, 3 одиночных столбика. Снимаем маркер начала ряда. И в петлю под маркером делаем прибавку из 2 столбиков. Первый. Вешаем маркер на него. В это же основание второй. Дальше вяжем 3 одиночных столбика. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю провязываем третий одиночный столбик. Провязали и повторяем. Прибавка из 2 столбиков. 1, 2, 3 одиночных столбика. И довязываем так до конца ряда. Довязали ряд до конца и переходим на следующий. Снимаем маркер. И в этом ряду прибавки между столбиком у нас будет в количестве 4. Начнем вязать с одиночных столбиков. Делаем 1 столбик одиночный, второй одиночный столбик. Дальше делаем прибавку, 1 столбик и 1 столбик. И будем так повторять до конца ряда. В петлю под маркером заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, меняем петли местами, провязываем одну через другую, провязываем петлю, вешаем маркер начала ряда на первую петельку. Повесили, в следующую петлю также вяжем одиночный столбик. Провязали второй одиночный столбик, в следующую петлю вяжем прибавку из 2 столбиков. Первая. И сюда же провязываем вторую петлю. Провязали. Дальше вяжем еще 2 одиночных столбика. Один. И в следующую также одиночный столбик. Провязали и повторяем до конца ряда. Вяжем снова 1 столбик, 1 столбик, прибавка из 2 столбиков, 1 столбик и 1 столбик. И повторяем до конца ряда. Довязали этот ряд до конца и переходим на следующий. В следующем ряду прибавки делаем через каждые 5 столбиков. Начинаем вязать с прибавки. Сделаем прибавку. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 одиночных столбиков. Снимаем маркер начала ряда. И в петлю, которая была под маркером, провязываем прибавку из 2 столбиков. Первая. Вешаем маркер на нее. В это же основание заводим крючок и провязываем второй столбик из прибавки.
Провязали второй столбик. Дальше вяжем 5 одиночных столбиков. Первый столбик в следующую петлю. Второй столбик в следующую петлю. Третий столбик в следующую. Четвертый столбик. В следующую петлю вяжем 5 одиночный столбик. Провязали и повторяем до конца ряда. Делаем прибавку из 2 столбиков и вяжем 1, 2, 3, 4, 5 одиночных столбиков. И довязываем так до конца ряда. Довязали ряд до конца. Это был последний ряд донышка сумки. И мы переходим к вязанию стенок сумки. Стенки вяжутся тем же самым узором. Мы точно так же провязываем все столбики, меняем петли местами, протягиваем одну петлю через другую, провязываем петлю на крючке. И просто продолжаем вязать этим узором до конца ряда. Без прибавок. Уже не делаем никакие прибавки, просто вяжем узор. Вяжем таким узором на необходимую нам высоту. Я буду вязать 18 сантиметров. Точно таким же узором, как мы вязали донышко, вяжем стенки на высоту 18 сантиметров. Провязали 18 сантиметров стенок и переходим к вязанию ручек для сумок. Сначала расскажу, как рассчитать ручки для сумки. После того, как мы связали донышко, сделали там все прибавки, у нас всего получилось 42 столбика. 42 столбика делим пополам, 2 половины сумки, по 21 столбику на каждую сторону. И каждую сторону делим еще на 3. 21 на 3 – 7 столбиков. То есть у нас 7 столбиков мы провязываем. Дальше у нас 7 столбиков для ручки, для отверстия для ручки. И 7 столбиков довязываем. И с другой стороны то же самое. По 7 столбиков с каждой стороны. И 7 для отверстия для ручки. Снимаем маркер начала ряда и начинаем вязать. Первый столбик провязываем. Вешаем маркер на него, чтобы не потерять начало вязания. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой столбик. Провязали 7 столбиков и набираем воздушные петли, чтобы связать ручку для сумки. Нам нужно набрать 14 воздушных петель. Первая петля, вторая петля, третья, четвертая
набираем 14 воздушных петель. Набрали 14 воздушных петель. И от последней провязанной петли, вот она последняя петля перед воздушными петлями, отсчитываем 7 столбиков. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И в 8-й столбик мы будем заводить крючок и соединять воздушные петли с основным вязанием. Заводим крючок, вытягиваем рабочую нить. И так же, как в узоре, снимаем петли с крючка, подхватываем петлю от рабочей нити, идущую, затем последнюю воздушную петлю протягиваем одну петлю через другую и провязываем ее. Соединили ручку с вязанием и продолжаем дальше вязать. Провязываем еще 6 столбиков тем же самым узором. Первый мы уже провязали. Самым первым столбиком мы соединили воздушные петли ручки с основным полотном сумки. Вяжем еще 6 столбиков. Всего их у нас тогда получится тоже 7, так же как здесь и здесь. Провязали 7 столбиков. Вот что у нас получилось. Это одна сторона сумочки. Мы провязали 7 столбиков. Дальше набрали 14 воздушных петель. Пропустили 7 столбиков для отверстия для ручки. И провязали еще 7 столбиков. Это одна сторона сумки. Дальше делаем то же самое. Снова вяжем 7 столбиков. Набираем 14 воздушных петель, пропускаем 7 столбиков от последней провязанной петли, соединяем ручку с вязанием и довязываем еще 7 столбиков. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый столбик, пятый, шестой, и седьмой столбик довязываем. Провязали 7 столбиков и начинаем набирать цепочку из 14 воздушных петель. Первая петля, вторая. Набираем цепочку из 14 воздушных петель. Набрали цепочку из 14 воздушных петель и отсчитываем от последней провязанной петли 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю петельку провязываем столбик основным узором. Вытягиваем петлю, меняем петли местами, протягиваем одну через другую петельку и провязываем ее. Провязали первую петлю, дальше довязываем еще 6 петель. Довязываем последний 7-й столбик, и мы дошли до начала следующего ряда. В следующем ряду нам нужно провязать
5 столбиков. Снимем маркер начала ряда и вяжем 1, 2, 3, 4 и 5 столбики. Первый, вешаем маркер и вяжем дальше еще 4 столбика, всего 5. Провязали и дальше делаем убавку. Заводим крючок под следующую петлю, вытягиваем ниточку, дальше заводим крючок под следующую петлю. Вот она, эта петелька спряталась за перемычкой. Вот перемычка, и вот она, эта петля. Мы вот сюда вот будем заводить крючок. Заводим крючок, вытягиваем еще одну ниточку. Вытянули, снимаем все петли с крючка, одеваем сначала эти петли, затем одеваем петлю, которая была на крючке, и протягиваем петлю, которая была на крючке, через 2 петли. Подхватываем рабочую нить и провязываем ее через получившуюся петлю. Провязали и дальше вяжем 14 столбиков. Провязываем все воздушные петельки. Заводим крючок сначала в первую воздушную петлю, вытягиваем нить, меняем петли местами. Тот же самый узор. Мы так и продолжаем им вязать. Меняем петли местами, протягиваем одну петлю через другую и провязываем петлю. Дальше вяжем все петельки, которые набирали для ручки. Довязываем последние петельки в цепочке из воздушных петель. Провязала 13-ю. И последняя у меня здесь 14-я петля. Провязали. И следующие 2 петли мы будем делать убавку. Заводим крючок в первую петлю, вытягиваем нить. Дальше заводим во вторую петлю, вытягиваем нить. Снимаем все петли с крючка, одеваем петли, которые идут от рабочей нити. Затем одеваем петлю, которая была на крючке, протягиваем эту петлю через 2 петли и провязываем ее. Провязали и дальше вяжем 10 столбиков. Провязали 10 столбиков. Дальше делаем следующую убавку перед ручкой, перед второй ручкой. Заводим крючок в следующую петельку, вытягиваем нить. Дальше в следующую петлю, вот она, снова здесь прячется за перемычкой. Вот, сюда заводим крючок, подхватываем нить, вытягиваем петлю, снимаем петли с крючка. Одеваем сначала петли, которые идут от рабочей нити, затем петлю, которая была на крючке, и протягиваем петлю на крючке через 2 петельки. Протянули, подхватываем рабочую нить и провязываем петлю. Дальше снова провязываем воздушные петли.
тем же узором, которым вязали основное полотно сумки. Вяжем 14 столбиков основным узором. Первый, второй. Продолжаем вязать 14 столбиков. Обвязываем ручку. Обвязали ручку и делаем следующую убавку. В петлю, которая идет сразу после ручки, заводим крючок, вытягиваем петлю, в следующую заводим крючок, вытягиваем петлю, снимаем петли с крючка, меняем их местами. Протягиваем петлю на крючке через 2 петельки, провязываем ее. Сделали убавку и дальше до маркера вяжем 5 столбиков. Довязали и переходим на следующий ряд. Снимаем маркер начала ряда и вяжем 1, 2, 3, 4 столбика. Первый, вешаем на него маркер. Второй столбик. Третий. Довязываем 4-й столбик. Провязали 4 столбика и делаем убавку. Заводим крючок под следующую петлю, вытягиваем ее. Дальше заводим крючок под следующую петлю, вытягиваем ее, снимаем петли с крючка и меняем их местами с петлей, которая была на крючке. Провязываем петельку через 2 петли, подхватываем нить и протягиваем через петлю. Сделали убавку и дальше провязываем все петли на ручке. Заводим крючок и начинаем просто обвязывать ручку дальше. 14 столбиков на ручке провязываю. Привязали ручку, всего 14 столбиков, и дальше делаем убавку. Заводим крючок под следующую петлю, вытягиваем нить, заводим под следующую петлю, также вытягиваем нить, снимаем петли с крючка, меняем их местами. Сначала петли, которые идут от рабочей нити, затем петлю, которая была на крючке. Протягиваем петлю через 2 петельки, подхватываем нить и провязываем ее. И дальше до следующей ручки вяжем 8 столбиков.
Довязываем 8 столбик и будем делать очередную убавку перед следующей ручкой. Заводим крючок под 9 петлю, вытягиваем под следующую петлю, вытягиваем, меняем петли местами. Протягиваем одну петлю через 2, подхватываем нить и провязываем ее. Дальше, так же как и на другой ручке, просто провязываем все столбики предыдущего ряда. Вяжем 14 столбиков ручки. Обвязали ручку, провязали 14 столбиков и делаем убавку с другой стороны ручки. Заводим крючок под следующую петлю, вытягиваем нить, под следующую петлю, вытягиваем нить, меняем петли местами, протягиваем одну петлю через 2 и провязываем ее. И довязываем до маркера 4 столбика. Довязали до маркера начала ряда и начинаем делать обвязку сумки. Снимаем маркер, заводим крючок под первую петлю, вытягиваем ниточку и движением на себя оборачиваем крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем ниточку через петли на крючке под следующую петлю. Заводим крючок, вытягиваем нить, оборачиваем крючок, подхватываем нить, протягиваем рабочую нить через петли на крючке под следующую. Заводим крючок, вытягиваем нить, оборачиваем крючок, подхватываем рабочую нить, протягиваем рабочую нить через петли на крючке. Дальше под следующую петлю заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, оборачиваем крючок, снова подхватываем рабочую нить и протягиваем через петли на крючке. Вот такая красивая обвязка сумки у нас получается. Итак, продолжаем обвязывать по всей длине сумочки. Завершили обвязку сумки. Обрезаем ниточку. Вытягиваем ее через петлю.
Берем иголку, вдеваем нитку в иглу с широким ушком. И с обратной стороны под первую петельку иголочку заводим. И соединяем вот таким образом края изделия. Оборачиваем. И заводим, заводя иглу под петельки, прячем хвостик. И дальше можно продолжить несколько стежков. У нас получился красивый ровный край у сумки. И осталось только пришить застежку к сумке и связать ручку. Для своей сумки я выбрала ремешок плоский шнур. На моем канале есть видео, как его связать. Можно посмотреть и связать такой же, либо выбрать для своей сумки любой другой. Длина моего ремешка 110 сантиметров. И с каждой стороны я оставила хвостики подлиннее, перед тем, как набрать цепочку из воздушных петелек. И в конце, когда завершили вязание, оставляем хвостики подлиннее. С помощью этой нитки нужно будет пришить ремешок к карабинам. Берем ниточку, иглу с широким ушком, вставляем нитку в иглу, карабин, и заводя крючок в карабин, затем возвращая его обратно, иглу аккуратненько пришиваем. Снова игла внутрь карабина, возвращаем обратно. Опять внутрь карабина. Возвращаем обратно. Несколько стежков нужно сделать. Поправляем все, подтягиваем. Снова заводим иглу в карабин и опять возвращаем обратно. Соединили ремешок с карабином. И теперь можно хвостик нити спрятать. Несколько стежков в одну сторону делаем. Поправляем все, подтягиваем. Так, неправильно сделала. Перевернула. И несколько стежков в другую сторону. Спрятали ниточки, все поправляем, расправляем. И хвостик нити можно отрезать. С одной стороны соединили карабин с ремешком, и с другой стороны делаем то же самое. Также пришиваем ремешок к карабину. Итак, мы пришили ремешок к карабинам с одной и с другой стороны и пристегиваем карабины к сумке.
Также необходимо пришить еще к сумочке кожаную застежку. Эту застежку можно также заменить магнитной кнопкой, можно связать застежку, если не хотите покупать. Все на ваш вкус и на ваш выбор. И наша сумочка готова. Спасибо, что вязали вместе со мной. Приятного вам творчества!